Обычные люди редко углубляются в лес, но Джон, опытный лесник с прошлым в канадской разведке, был исключением. Однажды он работал в лесу, проводя замеры деревьев. Вдруг его внимание привлек пронзительный вой. Зная, что это может быть сигнал бедствия, Джон оставил инструменты и осторожно пошел на звук. На небольшой поляне он увидел крупную волчицу с лапой, зажатой в капкане. Она отчаянно боролась за свободу, но силы ее покидали. Когда Джон приблизился, волчица зарычала, шерсть на загривке встала дыбом. Ее агрессия была больше от страха, чем от желания атаковать. Мужчина отступил, чтобы не спровоцировать зверя. В этот момент он заметил, что вымя волчицы полное, где-то ждали голодные детеныши. Рана на лапе выглядела серьезной, и если бы Джон не помог, она бы не дожила до следующего дня. Понимая, что времени нет, он начал осторожно приближаться. Волчица была слишком обессилена, чтобы сопротивляться, и позволила ему коснуться капкана. Однако механизм заклинило, и пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть его. Наконец, лапа была освобождена, и Джон, используя всю свою силу, поднял зверя и понес к своей хижине. Домик лесника находился всего в нескольких сотнях метров, но дорога по глубокому снегу заняла почти 20 минут. Джон уложил волчицу рядом с буржуйкой, чтобы она согрелась, а сам обработал раны аптечным набором. Благодаря армейскому обучению он знал, как остановить кровотечение и предотвратить заражение. Несколько раз волчица приходила в сознание, но, хотя рычала, серьезно не сопротивлялась. Джон решил вынести ее на веранду, постелил там теплое одеяло и поставил миску с водой. На следующий день, убедившись, что волчица стабилизировалась, Джон отправился искать ее детенышей. Он вернулся к поляне и нашел маленькие следы, которые вели вглубь леса. Проследовав по ним, мужчина наткнулся на логово. Зверята не выходили, потому что мать научила их прятаться. Тогда Джон попробовал сымитировать вой, но результата не было. Он уже хотел залезть в нору, как первый волчонок осторожно высунулся наружу. За ним последовали еще трое. Поняв, что всех сразу не унести, Джон поместил малышей в мешок. Однако он хотел убедиться, что никого не оставил, поэтому заглянул в нору. К счастью, там больше никого не было. Джон вернулся домой с детенышами, а когда они заскулили у порога, волчица, услышав их, оживилась. Она поднялась на лапы и приняла щенков, которые мгновенно бросились к ней. Джон наблюдал за этим трогательным моментом через щель в двери, не вмешиваясь. Дни шли, и волчица постепенно выздоравливала. Джон кормил ее мясом, менял воду, но оставлял дверь открытой, чтобы она могла уйти, когда наберется сил. Однажды утром она позвала волчат, и они вместе ушли в лес. Пройдя несколько десятков метров, волчица остановилась и обернулась, словно прощаясь. Джон понял, это был взгляд благодарности. История быстро разлетелась по округе, сделав Джона местной легендой. Он часто рассказывал об этом случае, подчеркивая, что любой способен на сострадание, которое может спасти чью-то жизнь.